Какая идея, что мне от вас нужно? Или что вам нужно от себя? Нужно понять, что это знание прикладное. Что знание, которое просто теория не меняет, не трансформирует наше сознание, не дает нам какие-то новые качества, какие-то перспективы, да, оно бессмысленно. И я приводил пример, что, допустим, если бы я сейчас достал учебник по квантовой физике и сказал, давайте поизучаем, то, скорее всего, все бы разочаровались, убежали, потому что никак наше понятие счастья в данной аудитории, по-моему, с этой темой не связано. И видите, первое определение, или как бы первая идея, это то, что образование, любое образование, это знание о том, как быть счастливым. Потому что на самом деле в этой жизни мы так или иначе мотивированы только этим. Скажите, это всем понятно? Что так или иначе мы действуем только лишь потому, что то или иное действие в нашем сознании, да, ассоциируется с счастьем. Прямо или косвенно. Например, деньги напрямую не ассоциируются. Да? Но они косвенно могут принести счастье. Они позволяют нам что-то купить, что-то там сделать, что-то добиться, на кого-то повлиять. Да? Есть вопрос на эту тему? Нет. Пошли дальше. Вот тут немножко пункт второй, если вы посмотрите, немножко неправильно написано. То есть идея правильная, но ее можно двояко понять. Нужно научиться быть счастливым, решая проблемы. Что имеется в виду? Скорее всего, правильно вторая фраза. Нужно быть счастливым, несмотря на проблемы. Стандартное сознание действует следующим образом. Сейчас я решу проблему, и благодаря тому, что я ее решу, я стану счастливым. Эта проблема мешает мне быть счастливым. Что происходит в реальной жизни? Как только мы ее решаем, что происходит? Появляется новое. И получается, мы всю жизнь просто решаем проблемы. А потом оказывается, что жизнь прожили. Кто-то не согласен? Мы сейчас не говорим о том, а что есть варианты. Варианты 100% есть. 100%. Но как бы если это непонятно, то есть многие находят, особенно в молодости, в этом вкус решать проблемы. И само решение проблем, выживание доставляет удовольствие. Но до каких пор? Пока выигрываем. Как только проигрываем, да, в конкуренции, в красоте, в чем-то еще, как только наши планы не сбываются, у нас разочарование. Особенно если что? Если мы не знаем, как решить проблему. Что происходит с сознанием, когда мы не можем решить проблему? Кто вспомнит? Ну, кто помнит? Неужели никто? Когда мы думаем о смерти, что происходит? Мы не можем решить эту проблему. Что происходит? Мы ее не видим. Мы не можем думать на эту тему. Страусиная философия. Мы прячемся. Правильно? Блокируется информация, она не может быть усвоена, мы не знаем решения. Да? Поэтому вот такая тема, как раскрытие индивидуальности, очень сложная вещь. Потому что наш частный опыт может не давать нам, опыта, информации, знания, как все-таки жить, как я хочу. Правильно? И поэтому это тоже информация блокируется. Мы живем как все. А что есть варианты? Мы же не знаем, как. Как быть самим собой? Мы не знаем. Мы пытаемся, и никому не нравится. У кого-то получается, да, допустим. А у кого-то не получается. И тогда все, мы на эту тему не думаем, да? А если мы видим, что кто-то живет, как мы хотели, но мы не можем, мы этого человека стараемся не замечать. Нам тяжело, нам больно. Мы не хотим общаться. То, что он живет вот именно как бы я хотел, но я так не могу. Да? И теперь представьте, чтобы жить, нам нужно тратить энергию? Нужно. Положили плиту на плечи. А теперь нам, чтобы не замечать, что у нас не получается, как мы хотим, это же стресс. Нам нужно энергию, чтобы не думать об этом, не думать о негативе. Нужна энергия?
вторая плита. Поэтому мы несем две плиты. То есть мы жизнь проживаем в 2 раза тяжелее, интенсивнее. Разве это правильно? А когда нам кто-то говорит, это неправильно, но мы не верим в то, что можно что-то поменять, мы злимся. Почему мы злимся? Потому что нас заставляют думать о том, о чем мы думать не можем. Потому что мы не верим. Это невозможно. Отстань от меня. Это нереально. Правильно? То есть мы помним такой закон, что если мы не можем и не имеем знания о чем-то, то мы не можем на эту тему думать. Это очень важный момент. Да, дальше. О чем мы еще говорили? Мы говорили о том, что отрицательные эмоции, что тоже блокирует переваривание информации. Да? Допустим, человек получит одно высшее образование, второй счастливым не стал. Давай еще поучимся. Да? Уже отрицательные эмоции блокируют, да, информацию. Сейчас даю вам информацию. Долг. У кого слово «долг» ассоциируется с отрицательной эмоцией? Не может быть. У большинства, ребята, вы чего? Этот социум. Что такое долг в нашем социуме? Это значит, я должен делать, а спасибо не будет. Это же долг. Разве это положительная эмоция? Второе, это рутина. Это рутина, это то, что надо делать изо дня в день. А если я не хочу? Да, то есть, когда я стал профессиональным музыкантом, у меня появилось долг играть концерты. А если я не хочу, если у меня настроения нет? Я должен скакать по этой сцене, бегать, носиться, как будто мне клево. И сразу превращается в рутину. Да, актер, как красиво, пока мы сидим в кресле и думаем, быть бы актрисой, да? Клево, да? Но теперь у нас все нет настроения, а надо играть счастливую. Итак, теперь представьте, что я сейчас скажу такую фразу. Я буду учить вас, как исполнять долг. Будете вы меня слышать? Если у вас стоит сильная отрицательная эмоция за этим словом, за этим понятием, то происходит блокировка. Вы начнете рассматривать картиночки, о чем-то думать, но думать и принимать информацию, то, что негативно, не очень хочется. Но я обещал вам давать альтернативное знание всему тому, что вы знаете в этом мире. И вот ведические писания, они дают определение слова «долг». Обязанность быть счастливым. Абсолютно другая эмоция. Почему? Потому что если я несчастлив, и даже если счастлив мой муж, мои дети, капля дегтя портит бочку меда. Вы когда-нибудь были в окружении человека, который несчастлив? Все. Все испорчено. Вечер, да, атмосфера, состояние, все, что хотите. Любая радость превращается. Поэтому, если мы несчастливы, мы становимся от этого то еще больше несчастливы. Это как удавка. Потому что мы что теряем, когда мы несчастливы? Отношения. И посмотрите пункт 15. Пункт 15 говорит о том, что счастье возможно только в отношениях. И я рассказывал пример, когда я давал лекцию в ПТУ о йоге. И меня ребята не хотели слушать. Им не интересно. Их вот всех согнали на духовную программу. Насильно. Да, и в конечном счете я им просто начал рассказывать, как я достиг успеха. Я говорю, давайте построим мечту. Мы построили с ним красивый дом. Там все, я рассказывал это. В лекции вы это послушаете. И потом я задал вопрос, а есть ли такое условие, при котором вы от этого откажетесь? Добровольно, без насилия. Вот просто вот у вас деньги, вот у вас дом, вот у вас машина, на берегу океана, вот тепло, вот мухи не кусают, все. Сами добровольно откажетесь? Они сказали нет. Весь зал поднял руки, не откажемся. Давай осуществлять. Я сказал, нет других живых людей. Все. Хотите быть красивы? Хочу. Нет других живых людей. Зачем вам красота? Зачем вам машина? Зачем дом? А что мы делаем? Я про этих ребят. Они сидели там, пинали друг друга,
кадрились перед девчонками, унижая там друг друга, те там, ну, знаете, как подростки ведут, правильно? И я говорю, вы что делаете? Развиваете отношения, по-моему, вы стараетесь выглядеть лучше на фоне других, унижать друг друга, портя отношения. И когда нас не любят, когда мы кому-то неприятны, мы для этого человека мертвы, правильно? Мы же не нужны ему. Да, и отсюда, где у нас тут есть такая тема, что нужно эксплуатировать, 16-й пункт. Эксплуатируйте вещи и наслаждайтесь отношениями. Эта формула полностью противоположная тому, что сейчас нам навязывают в этом мире. Правильно? В этом мире мы стараемся в каждом увидеть что? Ресурс. О, вот эта девушка красивая, надо познакомиться. Для чего? Чтобы ей помочь что-то, да? Да? Понятно, да? Все ж понятно. Ресурс. Для чего? Да, вот классная работа. Что мы хотим от работы? Чтобы больше платили и меньше было на нас ответственности. Правильно? То есть мы хотим эксплуатировать. Для чего? Ну, купить себе хорошую квартиру. И кого мы туда пригласим? Того, кого мы хотим эксплуатировать. Но проблема в чем? Что он тоже хочет нас эксплуатировать. И мы начинаем договариваться. Понимаете? Поэтому брачные контракты существуют, да? Гласные или негласные. Негласные – это какие? Я тебя люблю, правда? Я тебя тоже. Да, это тоже контракт. Да? А потом выясняется, что, оказывается, мы не договорились. Твое понимание любви, мое понимание любви, что не сходится. Ах, ты так любишь? Нет, этого мне не надо, извини. Или мне мало. Как тебе мало? А ты-то что можешь дать? Как я что могу? Ты что, не видишь, сколько я делаю? И в кого мы превращаемся? В бухгалтеров. Бизнесменов, правильно? Поэтому, наверное, вполне, как бы, ну, по крайней мере, не лицемерно брачный контракт. Обратите внимание, что с сегодняшнего момента вы, наверное, подумаете, ну, может быть, правда, это и не так лицемерно и противно. Потому что мы же не женимся на калеках, на уродах, на нищих, на бомжах. Почему? А зачем? Мы хотим наслаждаться. Правильно? И это вполне естественно с какой-то стороны. Если сейчас нам под гипнозом докажут, не дай бог, что любое наше действие не приведет к счастью, мы практически умрем в ближайший год-два. Организм перестанет, как бы все процессы, понимаете, замедлятся. Но если бессмысленная жизнь, если так или иначе, куда я ни пойду, счастья не будет. Одна тоска, разлука и все тому подобное, правильно? То практически организм свернется. Он просто... Иммунная система сядет. Понятно, да? Очень важный момент, что мы не можем не быть счастливыми. Основная проблема как бы самоуничтожения заключается в том, что мы перестаем верить все в большие и большие, ну, то есть все в меньшей и меньшей возможности быть счастливыми. Это бесполезно, да? И это бесполезно. И тут я уже никогда ничего не добьюсь, да? Ну, хоть поем. Да? Ну, хоть поем. Ну, куда ты ешь, ты на себя в зеркало, а кому я все равно нужна? А еще поем, да? А теперь болит, а все равно болит, еще поем, да? Ну и готово, да? Или покурю, еще покурю, еще выпью. Да? Самоуничтожение. Итак, если перспектива счастья уходит у нас, то включается программа самоуничтожения. Потому что это просто закон этого мира, любого мира, что мы имеем право на счастье. Это закон. Вопрос, как его достигнуть, но то, что мы имеем на это право, абсолютно верно, иначе просто зачем жить? Понятно, да? Теперь давайте найдем, где здесь говорится, если здесь есть это. Сознание, 5-й пункт. 5-й пункт. Мы смотрим, о чем там, что мы живые существа. От мертвой материи мы отличаемся сознанием. Сознание 2 аспекта, всего 2. Знание себя
и знание окружающего мира вокруг нас. Эти два понятия глубоко связаны друг с другом. Что такое знать себя? О чем я говорил? Кто-то, может, скажет, чтобы не только я говорил, есть у нас микрофон. О чем я говорил в тот раз? Что такое знать себя? Ну, ребят, Сереж, ты же знаешь. Скажешь? Ну, примерно знаю, да. Ну, примерно. Ну, даже если ошибемся, что страшного? Дай, пожалуйста, микрофон. Нет, вот это опасно. Вы в прошлый раз говорили про то, что человек знает себя именно как свое тело. То есть другого человека он не может знать, то есть он начинает это сравнивать, отталкиваясь от своего видения. Угу. То есть это, скорее всего, то, что наше сознание субъективно и распространяется на наше тело. Это имел в виду Сергей. Обратите внимание, что вы не можете знать меня своим сознанием. Мы говорили о том, что мы знаем других через призму своей индивидуальности. Вот у меня тут болит, чешется тут. Почему вы знаете, как это чешется? Потому что у вас чесалось. Но вы будете думать, как у меня чешется, через призму своего опыта личного, правильно? А знание себя означает, что мы видим, что мы живые. Что это значит? Кто себя помнит, я говорил, помните, в молодом возрасте, в детстве? Кто себя помнит? Кто-то помнит себя в детстве? Да? Что мы помним? Я есть. Все помнят. Как только какая-то сознательная память у вас проявилась, вы себя помните, что вы есть. Теперь я говорил о том, что если убрать зеркала, поставить шоры, так что мы себя никогда не увидим со стороны. Вот это «я есть» поменялось с 2 лет до 40, до 50. Скажите мне. Я есть, я личность, и я существую. Поменялось? А тело поменялось? Поменялось. Значит, если что-то не меняется при изменении чего-то, оно от этого может зависеть? Не может. Каждые 7 лет все клетки вашего тела новые. Но я есть. Я есть. Я ощущаю, что я есть. Я была маленькая с бантиком. Я стала большая, толстая, страшная. Но я есть. И вот это я есть. Я та же толстая, худая, больная, не больная. Ощущение своей личности, оно не меняется. Вот это называется сознание. Как только это исчезает, что я есть, все. Робот, почему? Что значит он есть? Какая программа, такое и все, понимаете, да? А я есть не зависит от тела. Программа у ребенка одна, в рот совать, правильно? Носиться, бегать, рвать бумажки и радоваться. Я сегодня видео посмотрел. Отец дает бумажку, ребенок ее рвет, и просто такое счастье, ничего больше не надо. Просто рвать бумажки. Да? Но нас же это не будет смешить, если сейчас будет сидеть и методично рвать тетрадку, правильно? Но интересно, этому ребенку потом будет 50, и он есть будет то же самое, но программа его действия будет другая. Правильно? Мы можем быть врачами, потом прийти домой и стать матерями. Мы разные роли играем. Мы для кого-то что? Дети, для кого-то мы родители, для кого-то мы друзья, для кого-то мы возлюбленные, правильно? Мы играем разные роли, но во всех этих ролях мы осознаем, что мы личность и индивидуальность. Очень важный момент. Теперь скажите, наше сознание объективно или субъективно? Субъективно. Отсюда как мы видим мир? Объективно или субъективно? Субъективно. Значит, из того, что мы видим субъективно мир, что следует? В чем опасность? Что наш частный опыт не дает нам права на что? Формирование закона. Кто-нибудь приведет пример мне, подтверждающий это как истину? Частный опыт не дает нам права сделать из частного опыта закон. Это же так просто, мы же субъективны. Исходим из своего частного опыта. Посмотрите, простая, идея, что мы отражаем, видим мир через призму своего опыта. И это далеко что не объективно. Разве
существуют волны, которые мы не видим и не слышим. Они существуют. А наш опыт говорит, что в комнате никаких волн нет. Где? Но они же есть. Теперь, если я вам принесу мешок фальшивых денег, и вы никогда не видели настоящие, ну, допустим, ну так, родились где-то в племени Юмба-Пумба, и вот вам мешок денег. Вы приходите на них что-то купить, вам говорят, они фальшивые. Даже если вам 1000 раз попадается фальшивый доллар или рубли, это что, означает, что нет настоящего? Если 2 раза или 3 раза вы выходили замуж или женились, и ваш партнер был плохим человеком, что теперь все мужики сволочи, а бабы дуры? Но что делают люди? Они так и говорят. Человек человеку волк. Почему? Вчера обманули, позавчера обманули. Все воры. То есть мы берем свой частный опыт и распространяем на закон, по которому начинаем жить. Так? Или что делают наши родители? Что такое воспитание? Мать что говорит дочери? Доченька, я прожила этот мир. Любви нет, например. Не забывай откладывать на черный день. Любишь, но там свои законы, да? И начинают, я не мать, и отец, да? Учат, как жить, правильно? Жили, как она. И смотрите, какой интересный момент. Со временем мы узнаем критерии счастья, с которыми вы согласитесь, не я. То есть я не буду вам навязывать того, с чем вы не согласитесь. И вы примените к своим родственникам и увидите, что они под эти критерии не подходят. Но с завтрашнего дня они будут говорить вам, как быть счастливыми. И если вы им скажете, подожди, ты учишь меня счастью, а ты стал счастливым? Мам, ну все хорошо, я знаю, что ты меня любишь, спасибо, все правильно, я понимаю, это твое бремя любви. Но ты стала от этого счастливей, сама-то. Ты должна вести себя так, ты вот лохушка такая, ты то. Хорошо, но ты-то, значит, так и вела, как ты сейчас говоришь. Ну а где счастье-то? То есть это удивительная история, что мы свой частный опыт не только возводим в закон, и еще навязываем другим, как закон. Отсюда что? Иллюзия. И ценой иллюзии что является потерянная жизнь, правильно? Ой, ошибся. Подожди, что значит ошибся? 10 лет ты ошибся. Ты потерял 10 лет. Окей, теперь буду жить по-другому. На основании опыта теперь Феди. Еще 10 лет потеряли, как с этой клячей. Да, ну не успела я. Знаете, анекдот, да? Поставь на меня клячу, говорит. Ну, поставили на нее. Она не приехала никуда, не опоздала. Он говорит, да что, на тебя все деньги? Ну, я не смогла. Не смогла. Да? Но, однако же, тогда получается, что нет счастья. Или оно есть? Писание утверждает, что этот мир создан для того, чтобы все были счастливыми. Вопрос только в том, что нужно знать законы этого мира. И мы перечисляли эти законы совсем такие простые. Например, такой 21-й закон, посмотрите, он понятен? Какое сознание, такое окружение. Это закон. Это не то, что частный опыт. Об этом говорят все писания мира. Какое у вас сознание, такое у вас будет окружение. Посмотрите в лесу, что делают животные. Что они ищут? О чем они думают? В чем их счастье? В чем счастье животных? Скажите мне. Самое главное их чаяние в чем? Поесть. Что с ними делают? Другие такие же. Кто посильней? Едят. Следует человек, который говорит, мы живем в большом лесу, нечего сентиментальничать с другими. Материальный мир – это лес. Как с ним закон будет действовать? Его когда-нибудь съедят. Кто-нибудь обязательно найдется сильнее его. И если он скажет, я искал счастье в этом мире и нашел, ну где ты искал ты его? Ты нарушил главный закон. Какое сознание, такое окружение. Если какая-то женщина говорит, все, я все поняла, все мужики козлы, а мой муж первый главный козел. То есть закон говорит, какое сознание, такое окружение. У козла что? Жена?
Коза. У слона слониха. У волка волчица. Понятно? Это закон. Что он позволяет? Несмотря на то, что у нас субъективное видение, субъективное, когда мы знаем закон, мы можем объективно видеть. Слушай, ну точно, одни козлы в коллективе. Да что вообще происходит? Одни жлобы. Ой-ой-ой-ой. Закон номер 21. Какое сознание, такое окружение. Дико кажется. Дико. В первый момент кажется дико. Но если мы понимаем, что стоп, да, я человек, и мне присущи 4 недостатка. Сейчас мы их вспомним, правильно? Значит, раз вокруг все козлы, значит, смотрим в зеркало. А дальше уже вопрос анализа. Нам нужно это увидеть с помощью кого-то, наверное, да? Кто-то должен нам помочь. Но то, что это факт, это закон. Из него нет исключения. Но закон вселенский, говорящий о том, что Солнце встает в такое-то время на востоке, да? Земля движется по такой-то орбите, это законы. Существуют законы вселенские. Если мы их нарушаем, то мы их нарушаем. И они с нами действуют так, как положено. Если мы прыгнем из окна, кто скажет, я христианин, на меня эти законы не распространяются, ваши ведические законы, индийские законы не распространяются. Мне тесть сказал. Я говорю, пошли к окну. Он пошел. Я говорю, прыгаем. Что, дурак, говорит? Зачем мне прыгать с 5-го этажа? Я говорю, потому что ты христианин, а я не христианин. Но мы разобьемся оба. Потому что это закон вселенский. Закон тяготения. Согласны? Значит, первый уровень знания, который я дам, не относится ни к какой конфессии и религии. Просто законы, грубые законы этого мира. Это грубый закон. Какое сознание, такое окружение. Другое дело, каков метод познания себя, как это увидеть. Но, по крайней мере, теперь вам немножечко что? Мы подостынем в момент, когда мы судим других. Правильно? И если мы стараемся из всех что? Получить деньги. Какая разница, какая мораль? Мое дело заработать. У меня есть моя семья. Я ради нее живу. С кем мы сталкиваемся? С теми, кто живет ради своей семьи. Правильно? И говорит, какая мораль? Я вас тут, вы ко мне пришли к врачу на запись, да, не для того, чтобы я вас вылечил, у меня есть семья, им надо кормить. Да? ДПС останавливается, представляется, я говорю, так, какие у нас проблемы? Да? Вы же пришли сюда решать свои финансовые проблемы. Люди что? Злятся. За что они злятся? Здравствуйте, господа чиновники-взяточники. Вы меня оскорбили. Почему оскорбил? Работали бы вы на этой рутинной работе, если взяток не было? Нет. Тогда почему чиновники-взяточники? Это сама работа такая. Но в основном. И когда все-таки с человеком входишь в контакт, он говорит, ну все ж такие. И тогда не обессудь. Тогда я этому гаишнику говорю. Вот я уролог, между прочим, но я не уролог, это я ему говорю. Так мы что, лечиться будем? Или потом вы будете просто так деньги сдавать? Как я сейчас просто так буду деньги сдавать? Будем лечиться, он говорит. Понятно, да? Потому что сколько бы мы ни крали, ни брали, потом у нас так же возьмут и обкрадут. Потому что, в лесу кто-то кого-то все равно съест. Понятно, да? Еще какой закон? 9 смотрим закон. 4 недостатка человеческой формы существования. Человеческой просто формы. Это закон. Склонность к обману. Хоть есть хоть один здесь, кто никогда не обманывал. Посмотрите вокруг, посмотрите, все сидят. А всем же хочется быть лучше, чем они есть. Всем хочется. Я бы это еще 5-м бы законом поставил. Все хотят выглядеть лучше. Вон, да, Таня говорит, хочу выглядеть лучше, чем я есть. Правильно. Но никто из нас не поднимает руку. Все могут посмотреть на меня, что и вы обманул, и я. Склонность к обману, это значит мы люди. Это заложено в нашей природе. Дальше смотрим, какой пункт. Несовершенные чувства, да? Здесь, наверное, нет вопросов, правильно? Выключить свет, мы ничего не увидим. Мы не ощущаем определенный, диапазон светового излучения и так далее. Не видим, да? Не слышим определенные инфракрасные, звук. Нет, это излучение.
И так далее. Понятно, да? Не будем заморачиваться. Чувства несовершенны. И плюс того, что наши чувства распространяются на наше тело. Согласны? Мы чувствуем только наше тело. Мы не чувствуем тело рядом сидящего человека и видим, и думаем о нем через призму своего опыта. Правильно? И еще наши чувства несовершенны. Даже в отношении себя. Иногда кажется, что сердечный приступ, а на самом деле седалищный нерв. Защемило. О как. То есть отдает просто в сердце. То есть мы в отношении себя ошибаемся. Третье. Совершаем ошибки. Что это ошибки присущи всем. Поэтому если вы этого не понимаете, да, вообще не начинайте никогда бизнес. Потому что обязательно, вы же его с людьми будете делать. Не с машинами, правильно? И они будут ошибаться. Если вы к этому не готовы, просто никогда не будьте руководителем. Потому что у вас все будут козлы, идиоты. Потому что все. Хотите сделать ремонт квартиры заранее, понимаете, да? Что за ремонтом будет что? Ремонт. Никуда не денетесь. Или делайте его с кем-то, с марсианином, я не знаю, но только не с людьми. Ошибки. Как это мешает нашему счастью? Да очень просто. Непонимание этого принципа. Люди что хотят сделать? Заработать кучу денег. Для чего? Приезжает такой фраер на Кайоне в ремонт. И что он говорит? Сколько стоит починить быстро по-нашему? Там $2000. Уже человек сказал, самому стыдно, там на 5 копеек. На, старик, и еще 500 сверху, чтобы было чики-чики. Человек хочет, наконец-таки, чтобы вокруг него были что? Не люди. Он думает, что деньгами можно поменять человеческую природу, правильно? И что? Все равно ошибутся, неправильно спаяют. Зачем тогда давать больше денег, чем надо? Что помогает нам избегать ошибок? Любовь. Если нас любят, хотя бы стараются, правильно? И все равно ошибаются. С кем ошибались, любя вас? С большинством. Все равно ошибались, правильно? Объяснял, что надо, все равно сделал не так. Все равно борщ не тот. Опять эти макароны, да, что там еще? Да, опять переперчили, не досолили. Ну и мужчина, соответственно, опять не те цветы подарил, опять не в то время, опять не так подал, опять не так вошел, правильно, не так посмотрел, да, что еще, да? Все работа, не заметил детей, не заметил меня, настроение, да? Такие же мужчины, плохие же все. Правильно? А ведь любят, но не могут сделать, как мы хотим. И так несовершенные чувства. Если мы не понимаем этого закона, это закон. Мы что? Мы несчастливы. От чего? От того, что мы что? В иллюзии. Это 4-й пункт. Склонность к иллюзии. Иллюзия. Иллюзия означает, что мы ожидаем от кого-то что-то. И этого никогда не будет. То есть иллюзорность – это просто вот часть нас. Мы все время в маленькой, но какой-то иллюзии. Понятно, да? То есть уже зная, например, что это 4 вот эти 4 недостатка – это просто человеческая форма, насколько мы мягче будем друг к другу. Значит, больше шанса лучшие отношения. А счастье, оно в отношениях. Уже легче. Можно поюморить. Да, ошибся, нормально. Значит, соответственно, если я знаю, что строители обязательно ошибутся, да, и мне очень надо, чтобы было сделано хорошо, я буду прыщом на их теле, правильно? Сделал, подожди, я посмотрю, да? Так, что? Это куда пошло? Это сюда. А это куда пошло? Это куда пошло? По схеме смотрим. Не в окно, да, а в ванну. Да, переделаем, спокойно все. И люди мне говорят, а что ты на них не орешь? А что орать-то? Человеческая форма жизни. Чего? Да? Деньги давайте посчитаем. Вот я дал деньги, посчитай. Почему? Я мог ошибиться. Вы же честный человек. Ну и что? А мог ошибиться. Слиплись 2 бумажки, правильно? Все. А склонность к обману. Видите, юмор появился. То есть некоторые проблемы отпадают сами собой, если мы понимаем природу вещей, объективную природу вещей. Значит, мы можем сказать, что очень важно объективное видение, согласитесь. Значит, чем больше мы знаем законов,
тем меньше мы будем сопротивляться вещам, которые нельзя поменять. Но можно каким-то образом что? Научиться с ними быть в чем? В гармонии. Да? Человек, который ошибся, а мы сказали, ты знаешь, ничего страшного, как дым присущий огню, так человеку недостатки. О, меня поняли. Надо же. А раз мы его поняли, мы не поняли, мы просто знаем закон. И вдруг мы всех понимаем. Да, уже к нам лучше отношения. Одна женщина, чтобы ездить за границу, я работал в одном элитном клубе в Москве как звукорежиссер. И 2-3 раза в месяц вот такой пульт в полкомнаты со всеми этими, знаете, ползунками, большой концертный зал, коммутация очень тяжелая, там проводились такие серьезные вип-концерты. Моя задача была приехать, поставить микрофоны, наладить мониторы, весь звук, и отработал концерт, ушел. 2 часа, там 3, все. А это же музыканты. И вот их администратор говорит, только вот он, когда вот так, чтобы высокий, чтобы он в голосе было, все будет цы-цы-цы. Тут же между собой ругаются, это микрофон этому тому и так далее. Да, вот это все, понимаешь, что все несовершенные чувства имеют, да-да-да-да, и так вот я себя веду. В один прекрасный день, через год, прихожу за зарплатой к кассиру. Там зарплата смешная, ну, потому что я работал 2 раза в месяц, 3. Но все равно. И мне кассирша говорит, главный бухгалтер сказал, зарплату вам не давать. Я говорю, почему? Что ее чувства несовершенны? Или она склонна к обману? Там же все уже это все знали. Она говорит, нет. Она говорит, чтобы вы к ней зашли в кабинет лично. Ваша зарплата у нее в кабинете. Окей, пошел к ней в кабинет. Захожу, там такая, знаете, женщина-бухгалтер. Я извиняюсь, если кто-то есть бухгалтер здесь, но я вот таких здесь женщин не вижу. Такой, знаете, вот такой вот, на ночь, такие вот, такой вот, у меня мама такая вот была. Да, такой вот костюмчик, все такое вот. Она меня увидела, Михаил Юрьевич, проходите, садитесь. Лида, выйди. Или Лена, это помощница напротив стол. Выйди. Выходит раз к двери и ключ на замок. И потеет. А мы же понимаем, что наши чувства на уровне нашего тела. Я не понимаю, что с ней происходит. Что такого? Почему надо потеть? Почему мне нельзя отдать мою зарплату? Да? Она говорит, у меня к вам очень серьезная тема. Вообще, я за вами год наблюдаю. Я про вас все узнала. Вы всем нравитесь. Всем. Вы ни с кем не переругались. Ни с кем. Все, кто звонят артисты, да, они спрашивают, первое, кто будет звукорежиссером. Да и сразу соглашаются. Вы йог, я знаю. Я говорю, хорошо. И что, зарплата будете? Кто, о чем, да, обшивы о бане. Она говорит, да, но только вы должны ответить на мой вопрос. Я вижу, она нервничает, очень сильно нервничает. Я, говорит, всю жизнь на эту тему думаю. Я поняла, что вы знаете ответ. Никто не знает, а вы знаете. Это мне нужно для моего счастья. И она задает очень интересный вопрос. Она говорит, йога – это связь с Богом. Я слышала, вы рассказывали людям. А вы его видели? Вот у нее вопрос. Поэтому она так потела. Поэтому она готовилась к нему год, наблюдала, выбирала, можно ли этому человеку доверить такой вопрос. Да? И я говорю ей очень просто, это известный ответ, он написан в Писании. Ну, допустим, я его видел. Или, допустим, убираем Бога, я вам говорю, допустим, я счастлив. Вы все, счастлив он, да? И что вам с этого? Что вам с этого, что я счастлив? Что вам с того, видел я Бога или нет? Вам что? Ничего. Поэтому, говорю, допустим, я его видел, я вам говорю, через какое-то время в окружающих вам люди скажут, ага, видел он, конечно, ага, прям каждый день, сидя с ним чай пьет. Да? Вы же проверить-то не можете, вы подумайте, он же обманщик, врун, может, он благодаря этому что-то там с людей получает. И как это скажется на вашей жизни? Она говорит, ну как? Ну, может, я тоже начну действовать, как вы.
Я говорю, давайте не так, давайте я научу вас сначала, как его увидеть, потом вы сами начнете действовать, чтобы его увидеть. Когда вы увидите, у вас не будет проблем. И никто вас не собьет с этого пути. Согласны? Она говорит, да, это круто. Вот это мне нравится. То есть не надо ничего, вы меня никуда не потащите, ничего, просто научите. Да, я говорю, вас научу нормальному знанию, как увидеть Бога. Вы его увидели? Увидели. Все кругом что? Ха-ха-ха. А вам что до этого? Что вам будет до того, если вы станете счастливы? Вот если вы станете счастливы, а кто скажет, ага, знаю, уже миллион книг о счастье. Вы скажете, да, миллион книг. Ну и понятно, что их частный опыт не дает права поверить в то, что вы счастливы. Их частный опыт. Но если вы счастливы, вы счастливы? Какое кому дело до этого? Поэтому идея, что у нас не теория и не рассказы о том, как я стал счастливым. У нас конкретная практика, чтобы вы стали счастливым. Никакой другой цели у меня нет. Я не собираюсь вам доказывать, что я счастлив. Я собираюсь вам доказать, что вы можете быть счастливым. Это совершенно разные, согласитесь, задачи. Но для этого нужно что? Запомнить еще один закон. Что счастье не бывает дешевым. Что-нибудь хорошее, дешевое вы встречали в жизни? Вряд ли. Да? Посмотрите, в Сочи дорогая земля. Почему? Ну, самое южное место в России. Понятно, что будет дорого. А поедете куда-нибудь, я не знаю, в тундру, да? Да вам бесплатно денег дадут, чтобы там вы жили. Почему вам дадут денег? Ну, хоть кто-то там будет жить. Но здесь никто не даст денег, чтобы вы жили, правильно? Потому что самое южное место в России. Понятно? Значит, счастье не дешевая вещь, и оно напрямую зависит от сознания. Не поменяв сознание, мы не поменяем видение мира. Не поменяв видение мира, мы не можем выйти за рамки что? Своего опыта. Правильно? У нас есть опыт, и мы по нему живем. А наш опыт – это продукция нашего сознания. Понимаете, сознание работает «я есть», и я вижу мир вокруг себя. Каждый как видит мир? Скажите мне. Субъективно, и мы что? В центре, правильно? Посмотрите вокруг. Вы в центре? Посмотрите вокруг. Да? Но разве мы в центре? И теперь два центровых встречаются. Говорит, я в центре. Да вы говорите, нет, ты в иллюзии. Ты человек, я вижу, да? Вот я знаю закон, ты в иллюзии. Я в центре. Значит, я даю вам сегодня новую немножко тему, без чего вы даже не станете менять сознание. И пока вы эти принципы не освоите в жизни, да, вы не сможете стать ни на йоту лучше, чем вы есть. Да? То есть следующие 3 принципа нужно будет реализовать. Вот эти бумажки вы сохраните, эта лекция выкладывается. В среднем, чтобы вам понять, о чем я говорю, нужно 4 раза прослушать. К следующему занятию будут тезисы следующей лекции. Понятно, да? И вы должны обязательно потом посмотреть и послушать с этой бумажкой уже лекцию, чтобы услышать. Есть один закон. Вы слышите то, что знаете, и не слышите того, что вы не знаете. Вы не можете услышать то, что вы не знаете. Какой пример? Оркестр. Кто здесь профессиональный музыкант? Есть? Один. Все. Что вы будете слушать, когда вы слушаете какую-нибудь сонату или симфонический там какое-то произведение? Что вы будете слышать? Эмоции, правильно? Вам-пам-пам, ту-ту-ту. Вау! Ух, какой там на литаврах парень-то, да? А скрипачи там что-то запиликали. Ва-ва-ва. А в это время скажу, а что там валторный играет? А валторный это кто? Понятно, да? Есть такой даже анекдот, чисто музыкальный, его никогда не поймет никто, кроме музыкантов. Почему я его испытал на своей шкуре потом в жизни. Думаю, мне же этот анекдот рассказывали, на что я рассчитывал-то, да? Значит, такого классического дирижера приглашают дирижировать в сводный оркестр, где эстрадная группа, это барабаны, бас-гитара, там гитара, все такое, саксофон отдельно, да?
И вот, значит, а дирижеры, они вот так становятся, как я, смотрят на всех, говорят, так, скрипочки, скрипочки, они пу-пу-пу-пу-пу, понятно, понятно, так-то, там литавры, пу-пу-пу-пу, слушает строй. У дирижеров обычно абсолютный слух, он слушает, как звучат группы. И вот барабанщик сидит себе, да, всех опрашивает, его никто вообще, как будто его нет, то что он же классический дирижер, он барабанщик, он не знает, кто это такой, да. Он не выдержал. Дирижер так, подожди, это что было? Понимаете, да? Почему? Ну, он его не знает, он никогда не слышал барабанов, да, и вот вдруг ты такой тра-та-та, да, вот, поэтому многие вещи, о которых я говорю, они у вас вот так, раз и все, вообще не задерживаются, поверьте. На 4-й раз вы начнете слышать, о чем я говорю. Поэтому вот это прочли, а где это он говорит об этом? Да? И ну-ка послушайте. Потому что, конечно, это концентрат. Да, если мы будем давать не концентрат, но я 25 лет этим занимаюсь. 25 лет. У меня прямо образование. Я уезжал, жил в монастырях, изучал это знание. Годами. Потом сдавал экзамены, потом опять обучался. Потом практиковал, и вся моя жизнь – это практика этого знания. Понятно, да? Мне тяжело уменьшать, мне очень тяжело говорить, пока вы еще не начали даже говорить. Когда вы начнете говорить, я хоть пойму, где мы находимся. Мои же чувства тоже ограничены. Правильно? Мне же тоже трудно понимать, что вы не понимаете. Для этого мне нужно, чтобы вы что-то хотя бы говорили. Понятно, да? Глаза у вас очень умные у всех. Да, но мы помним, да, что когда человек начинает говорить, вот тут-то. Итак, давайте такую вещь определим. Чем потребности отличаются от желаний? Нам важно понять, что такое желание. Сейчас увидите, что непростая тема. Потому что мы действуем, вообще живем, мы сгусток желаний. У нас миллионы желаний. Так чем потребности отличаются от желаний? Кто подумает и скажет? Да. Просто гораздо меньше, чем желание. И гораздо меньше, да. Да, еще. Потребность – это необходимость. Правильно, все, ответ получили. Потребность – это необходимость. Я буду повторять для тех, кто в интернете, о чем люди говорят. Потребность – это необходимость. То есть у нас есть необходимость пить. А вот пить газированную воду, кока-колу, чай – это желание. Когда добавляется качество, что и как делать, это становится желанием. Да? Когда само действие без качества – это пописать. Ну, пописать, да? А вот пописать в будуар особо – это уже, понимаете, желание особое. Что ты терпишь? Ну, вот я хочу прийти дома и как следует пописать. Знаете, как следует. Вот мне этого не надо так вот в попыхах. Там, да? Но когда припрет в попыхах где угодно, потому что это потребность. Плевать, где ты что делаешь, а что делать? Терпеть не могу, силы нет. Правильно? Поэтому, когда очень хочется есть, мы что едим? Все подряд. Почему? Потому что это становится потребностью. Но стоит только удовлетворить потребность, как появляется желание. Следовательно, пока потребность не удовлетворена, не может быть удовлетворено желание. Запишите это закон. Из него нет исключения. Пока есть не удовлетворена потребность, не может быть удовлетворено желание. Следовательно, если какие-то базовые потребности в нашем теле не удовлетворены, мы не можем даже думать о счастье. Вот это понятно? Ну, например, у нас адская боль. Ну, о каком счастье, на какой лекции можно сидеть, правильно, если адская боль? Бесполезно, да? То есть мы должны очень четко понимать, смотрите, свои потребности. Сейчас я вам назову 3 потребности, о которых большинство из вас знает. Но никогда не думать под тем углом, под которым я сейчас говорю. Не решив их, вы не можете стать счастливыми на новом уровне. Вы все время будете отвлекаться на эти потребности. Не решив их вообще, вы даже здесь бы не сидели. То есть вы сидите здесь, потому что хотя бы одна из этих 3 потребностей на сегодняшний день решена.
Правильно? Поэтому мы их должны знать. Согласны? Первое. Самое простое. Мы живем в мире каком? Тяжелом, в котором мы где? В каком-то смысле выживаем. Правильно? Значит, первая потребность – это стабильность существования. Запишите. Стабильность существования. Я не говорю о таких потребностях, как дышать, пить, но это вообще не. Это относится к выживаемости. К принципу «я должен выжить», поэтому должен пить, есть, там спать. Ну, тут не до счастья. Мы предполагаем, что мы выжили. Да? Но если вам некуда пойти сегодня спать, будете вы сидеть? Нет. Вы не сможете слушать никаких альтернативных вещей, ни на какую другую тему. Вы будете думать об одном. Где я буду спать? Может быть, вот у этой женщины на лекции. А может быть, вот у тебя, вот она подобрее вроде, да? Понятно, да? То есть я буду говорить вам о счастье, а вы будете искать, у кого сегодня переночевать. А если у вас нет денег? Вообще, это что же часть стабильности? Все. А на что я завтра даже доеду куда-то? Даже до дома, который есть. А как я в него попаду? Пешком? Так это я к утру приду. Что, как, да? Понятно, блокировка сразу происходит, да? То есть, вот это понятие стабильности и предсказуемости ситуации в вашей жизни. Конечно, я вас могу поймать и сказать, кто из вас может гарантировать, что он встретит рассвет? Никто. Никто. Это понятно, но вероятность того, что мы его не встретим, все-таки очень маленькая. Да? И поэтому, и ладно, может и не встречу, но настолько тяжелая мысль с точки зрения вероятности, что мы способны о ней не думать. Это один из законов. Помните, да? Когда мысль не может быть усвоена, мы не думаем. Или мы, это значит, мы умрем, что об этом думать? Мы не знаем, что с этим делать пока. Да? Значит, первая вещь – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Она должна быть, может быть, минимизированной, но какой-то должна быть. Я еще раз повторяю, что я даю вам образование, но оно практическое. Да? То есть вот эти законы вы должны соблюдать. Чтобы появился опыт этих законов, вы должны им следовать. Какое-то время, правильно? Если врач говорит, я вылечу вас от этой болезни, правильно? А вы не пьете таблетки, не ходите на процедуры. Кто виноват, врач или вы? А кто его... Нет, никто не знает. Может, врач шарлатан был. Но чтобы проверить-то надо следовать какое-то время. Когда я получил это знание, там был один из принципов, что нужно бросить курить. Да? Это совсем, прям 2 месяца я практиковал. И меня поймали, значит, после лекции, что я стою с сигаретой там. И человек ко мне подошел, говорит, скажите мне, а как вы узнаете, вот шарлатаны вам это знание дают, или оно истинное? Если вы не проверите хотя бы там полгода четко всему, о чем говорится, правильно? Может, тут шарлатаны, но вы же не пробовали. Так и останется на всю жизнь. А может, надо было попробовать? Правильно? Но если вы попробуете, и через полгода поймете, ну, ладно, но все равно уже куча информации полезной, правильно? Разве нет? Уже кучу полезной информации. Уже никто ничего не потерял. Но еще никто не попробовал. Правильно? Поэтому, может, я и шарлатан. Проверьте. Но проверьте, иначе всю жизнь быть, а может, все-таки шарлатан, а может, нет. А ты проверяла? Ой, я тоже не все ничего не делала. Ой, а что же делать-то, а? Второе. Наша нужность – это сфера эмоций. Но если вы никому не нужны, о каком счастье можно вообще говорить и желании поменяться? Нужность, востребованность как личности. Вы личность. И если вы все время нужны не в том свете, в каком вы есть, да? Допустим, вы женщина, а нужен грузчик. Ну, вы можете что-то делать, но если вы не можете выйти за рамки этой деятельности, то есть если эта потребность быть личностью, быть самим собой никому не нужна, эта потребность в вас не реализуется, вы не можете меняться. Вы будете только об этом и думать. Но хоть кто-нибудь может принять, какая я есть. Ну неужели я вот никому не нужен?
вы будете думать. Правильно? Отсюда все закрыто. Отсюда что происходит? Самоубийство. Если вы как личность будете не востребованы, вы не сможете жить. Самоубийство бывает разное. Быстрое. Быстро спрыгнул, бум, все. Да? А бывает медленное. Курить, еще курить, пить, еще пить, наркотик, еще наркотик. Понимаете, убивать себя. Есть, пока все не откажет. Это же тоже самоубийство. Вы что думаете, вот эти все интоксикации, так называемые, они в Писаниях описываются, что они даны для того, чтобы человек, который хочет, мог побыстрее себя уничтожить. А на кой ляд, да, что? А что мне моя жизнь? Что она мне дала? Когда стресс, люди курят, люди пьют. Они уходят от стресса. Почему? Я не нужен. Я личность. Кому до меня есть дело? Ну, некрасивый я, и что? И что, я теперь никому не нужен? Ну, старый я. Я что, никому не нужен? Ну, глупый я, в конце концов. А что? Ну, зато ведь я добрый. А что, никому добрый не нужен? Ну, не сволочь я, а что, никому не нужен? То есть, понятно, да? То есть, если это потребность, мы не научимся удовлетворять, вы бы не сидели на лекции. В том или ином виде вы сейчас, знаете, где находитесь? В промежуточной зоне. Часть вас удовлетворена, но часть вас свербит. И вот пока вы здесь, вы еще... А есть какая-нибудь альтернатива? Если вы дойдете до грани и поверите в то, что вы никому не нужны, все, вы не придете. Скажешь, бесполезно. Понятно. Это вторая потребность. Быть нужной, да, и, ну, как бы вот это наше личностное начало. Нужность. Мы, может быть, и нужны как грузчики, да, но мы не нужны как личность. Вот если мы не нужны как личность, разговор о счастье не состоится. То есть мы должны будем с вами решить эту проблему. Понятно? Есть мужчины, которые нас любят, но если они не уважают нашу личность, они нам не нужны. Согласитесь, не нужны. Он готов нам цветы дарить. Он готов нас возить, но он не видит меня. Ему нужно мое там тело, что-то еще нужно, но только не я. Все. То же самое мужчины, правильно? Они страдают из-за того, что они не нужны. Нужны их деньги, положение, их имидж, что квартира там, что хотите. Но сам человек не нужен. И третье. То, о чем все забывают. Разнообразие. Динамическое разнообразие. Кто-нибудь испытывал какое-то счастье, пусть чувственное, да? Но если завтра так же, послезавтра так же, послезавтра так же, один и тот же шалаш, один и тот же милый, одна и та же каша, один и тот же пеньюар, одна и та же, я не знаю, дорогой, проходи, садись, дорогой, проходи, садись, там, да? Одни и те же слова, одни и те же, ну вот все одинаково изо дня в день. Счастье превращается во что? В рутину. Поэтому разнообразие в нашей жизни – это не желание, это потребность. А часто нам что говорят? Слушай, ты зажралась. Тебе и этого мало, и этого мало. Теперь и этого мало. Посмотри, у других и этого нет. А вы что можете сказать? Ну вам вот где это изо дня в день. Одно и то же. Я и так его накормила, напоила, сына там уложила. Вчера уложила, год уложила, 2 уложила, 5 уложила. Но сегодня я не хочу быть матерью, не хочу. Один день я могу не быть матерью, кухаркой там, ну, к примеру. Ты что, дура, что ли? Не потому что люди это относят к желаниям, а это потребность человека. Потому что спишем закон. Какой закон не знают люди, которые посягают на это разнообразие? Что счастье – понятие динамическое. Запишите и поймите, вы не можете построить счастье, закрыть все двери, закупорить все, и вот оно, все, не трогайте. Оно должно меняться. Когда вы его создаете, вы должны создать, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет послезавтра, исходя из того, что сегодня. Кто-нибудь об этом думает? Хорошо, завтра будет у вас работа. У меня было по 3 концерта в день. Что это превращается? Рутина.
Счастье, понятие динамическое. Вау, на сцену уж аккорд взял, все вскочили. Здорово, круто. Но если все время так, если второй концерт, третий, Господи, завтра опять самолет, поезд, приехал, концерт, людей не видишь. Рутина. Все. Счастья нет. Значит, когда мы планируем счастье, мы должны что? Планировать его развитие. Кто из нас это знает? Никто. Кого из вас этому учили? Никого. А теперь возьмем возраст. И наша динамика с возрастом что? Идет на спад. Найдите в интернете 4 сестры фотографируются в течение 40 лет каждый год по одной фотографии. 40 фотографий. Это так круто. Кстати, каждый год они в одинаковой позе становятся. Чик фотография. На следующий год встречается чик. Какое там счастье понятие динамическое, понимаете? Старость понятие динамическое. Она развивается конкретно, да? Соответственно, если мы строим свое счастье вот на этих ценностях, мы обречены. Никакой динамики не будет. Ну, можно немножко там поподпрыгивать, да? Там что-то подтянуть, натянуть на 5 лет, да? Итак, это 3 потребности, да? Я дам еще 2 лекции. Потом я уеду с лекциями в Москву, потом в Пензу и так далее. Придет из 400 человек прослушано минимум этот курс. Я имею в виду персонально, из моих уст. В разные годы. Я его не даю каждый год. Я не давал его 5 лет. Я поменял его методологию. То есть было время, там, 4, 5, 6, 7 год. Вот 60 человек получают этот курс. Если один уходит, то это было ЧП. То есть настолько успешен был курс. И эти все люди до сих пор практикуют, и все у них хорошо. Да? И вот из этих всех людей, кто практиковал, есть один человек, он здесь, в Сочи. И я с ним договорился, что он с вами будет проводить практические занятия. Уговорил его, когда меня не будет. Понятно, да? Его Роберт зовут. Соответственно, я дам еще 2 занятия, и вы с ним будете прорабатывать, как это реализовать, эти потребности. Понятно, да? То есть вы должны будете что-то писать, думать, я дам ему схему, да? Он их знает, и вам дам. Понятно. То есть даже когда меня не будет, вы будете заниматься. Дальше я приеду до декабря, до середины января. Мы будем продолжать заниматься. Потом я уеду в Индию, потом я еду в Австралию. Из Австралии я буду давать на монитор. А в промежутках он будет вести практические занятия. Понятно, да, как будет? Поэтому мы уже с сегодняшнего дня вы начинаете думать, как вы реализуете эти потребности. Какие у вас есть ресурсы. Потому что мы не можем менять наше счастье, пока эти ресурсы, то есть пока эти вот потребности просто четко не будут у нас по полочкам у каждого индивидуально лежать. Хотя бы перспектива, да? Да, я мать, да, я каждый день должна готовить, да, я жена, я должна то-то, то-то делать, но у меня есть план. Да? Через месяц будет так, потом у меня будет 3 дня на это, потом 5 дней на это, потом то. Понятно, да? Если этого нет, красная линия, мне приходит смс-ка с номером 108, и мы с вами этим занимаемся. Если уже даже Роберт вам не поможет. Понятно, да? Потому что это нужно будет решить. Потому что все остальные желания просто ничто по сравнению с потребностями. Да, если они не удовлетворены. Понятно, да? Хорошо. Теперь желание успеем еще, да? Есть у нас время. Желание. В желание, как мы уже говорили, входит понятие качества. А что делать и как делать? При каких условиях, да? Там уже может, допустим, желание попить означает сесть в кресло. Да, это качество определенное, комфорта, да? Налить себе там холодный или горячий напиток. Это может быть кока-кола, газировка, что хотите. Правильно? Нарзан, сок с газировкой, виски. У каждого свое. Теперь закон.
Мы все время будем разбирать законы. Вы увидите, какое количество законов вы не знаете. Желания или развивают ваше сознание, или ведут к деградации. Других вариантов нет. Желания ведут к развитию или к деградации. Пишем, потому что забудем. Потому что каждый день мы желаем. Но мы никогда не анализируем желание с этой точки зрения. Ну, иногда пытаемся, но знаний не хватает. Окей, я хочу эту новую машину. А приведет это меня на более высокий уровень счастья? Или мне так кажется? А почему мне может казаться? Потому что я человек, склонен к иллюзии. Склонен ошибаться. Правильно? Мы это выяснили. Правильно. И, может быть, это желание приведет к чему? К какому-то другому желанию. И из-за этого будет все хуже и хуже. Мы сейчас построим так называемое, на санскрите это называется самсара, круговорот рождения. Это очень интересная, философская, абсолютно практическая вещь. Сейчас я у себя ее открою. Скажите мне, когда у нас возникает желание, что дальше начинается? Действие, да? Кто сказал? Здорово. Вы откуда это знаете? Нет. Вот нет, как откуда знает, да? Только не знает откуда, да? Почему? Потому что чувство несовершенно. Ага. Так. Правильно? Всем понятно, что желание приводит к действию. Сейчас. Мы размышляем, думаем, и потом начинаем действовать в соответствии с нашим желанием. Что такое действовать? Это выполнять определенные действия в определенные промежутки времени. Да? Правильно? Что сформирует действие? Во что складывается действие? В деятельность. Правильно? Значит, пишем желание. Дальше действие. Дальше деятельность. Деятельность. Ну, напишите деятельность во времени. Если хотите, да? Потому что все происходит во времени. И вот если человек в течение месяца как-то действует, что формируется? Нет, сначала образ жизни. Стрелочка образ жизни, правильно? Образ жизни музыканта будет отличаться от образа жизни инженера? Или чиновника? Или рабочего? Вот это в московском метро было видно. В 6 часов едут рабочие. В 7 там, или пол-8 студенты там. Дальше, да-да-да, потом чиновники. 10, пол-11. Прям одежда меняется, запах в вагоне метро. Все меняется, понимаете? Все, разный образ жизни. Да? Соответственно, также вечером в 5 первый рабочий. Все. Понятно, да? Ну, студенты раньше, да, они там в 4 заканчивают обычно. Итак, а что формирует образ жизни? Кто-то уже сказал это правильное слово. Привычки. Какие? Давайте приведем, какие привычки формируются. Ну, у кого я музыкант, мне легко про музыку говорить. Надо встать, принять душ обязательно, потом сразу разогреться. Немножко поиграть гаммы. Прям до завтрака, до всего. Потому что их надо наиграть такое количество за день. Средний музыкант должен играть 10 часов в сутки. Следовательно, где набрать эти 10 часов, да? Пошел чайничек поставил и сел. Фу, достало. Но 40 минут отыграл, галочку поставил, пошел чайку попить. Правильно, да? Потом нужно обязательно сделать суставную гимнастику на сосуды, потому что все это, понимаете, да? Нагрузки на сосуды бешеные, на суставы бешеные. Музыкант – это спортсмен, только который еще все должен делать очень красиво и изящно, да? Так же, как и танцор, кстати. Правильно? То есть там сразу определенные... Да, если вечером концерт должен принять определенный... Я бегал. Перед концертами всегда бегал. А после концерта проблема заснуть. Музыка играет, да, то есть нужно определенные какие-то делать вещи, чтобы, да, расслабить сознание и так далее. Поэтому там, допустим, жена у меня была инженером, первая студентка, да, понимаете, да, то есть мы, в конце концов, почему развелись? Потому что мы просто не видели друг друга. Никаких ссор не было. Просто не встречались, ну и перестали встречаться.
Потому что когда, да, она вставала на работу, да, я примерно там подбирался к кровати. Понятно, да? Итак, образ жизни формирует привычки. Пишем. Все, теперь перед нами живое существо. Что? Разве оно свободное? Нет. Это желание сформировало привычки. Захочет этот человек заснуть рано утром, то есть поздно вечером, он не сможет. У него привычка. Понимаете? Подними его 3 раза рано утром, он уже такой, он же музыкант. Да, такой вообще. Алло, ты здесь? Нет, дайте спать, понимаете, и все. А в 10 вечера попробуйте его уложить спать. Нереально. Это музыкант, понимаете? Кошмар. Не связывайтесь с музыкантом. Никогда. Итак, привычки. А что формирует привычки? Привычки – вторая натура. Что такое натура? Характер. Пишем характер. Это хуже. Это устоявшиеся профессиональные привычки формируют определенный тип характера. Например, человек становится раздражительным, эмоционально вспыльчивым. Или, наоборот, спокойный, как танк, сидит в своем офисе. Ничего не видит, ничего не знает. Ему ничего не надо, понимаете? Ему это клево, все тишина. А что подпрыгиваете, да? Чего все относятся куда-то? А человек, который работает, допустим, я не знаю, в каком-нибудь торговом центре, да, все время среди людей, вы понимаете, да, что будет с его характером? Он приходит с работы. Привет, дорогая. Да? А? Я есть? А? Что? А? Я помню, отец у меня директором был большого предприятия, серьезно. То есть это сумасшедший дом, а не человек. Понимаете, да, конец года, там эти 5-летки, все же было тогда. Это просто не человек, это монстр. Плюс ему, чтобы все эти там сдать дела, то пришлось на охоту за министра поехать. То есть, тем, понимаете, это не человек, он не принадлежал семье, это был кошмар какой-то, понимаете. И когда, наконец-таки, с ним куда-то можно было ехать в отпуск, он забывал даже, ко мне день рождения, понимаете. Но это нормально, он не соображал ничего в этой жизни. Он делал деньги, делал карьеру, понимаете, да. И это был его характер. И в этом характере была гордость, что он крут, правильно? А он был крут в каком смысле? Если мне что-то надо, он набирал, например, в России всегда была проблема с музыкальной аппаратурой. Он набирал Брянский завод и говорил: Коль, сын мой, приедь там. Потому что только Брянский завод делал микшерные пульты. Я ехал, проходил как сын директора, да, туда на завод, заходил в кабинет к его другу, он говорил: ну что, сколько тебе пультов-то реально надо? Потому что 2 я тут же толкал у ворот. В 5 раз дороже, понимаете? И этот один выходил бесплатно. Понятно, да? То есть, будучи таким высокопоставленным чиновником, человеком, у человека формируется характер. Да? Гордыня, любовь к власти, неуважение к слабым мира сего, ну и так далее, понимаете, да? Человек, который занимается, допустим, ветеринар, животными, да, у него развивается какое-то сострадание, ну, или наоборот, усыпить всех, порвать, отрезать, все вообще по барабану. То есть у кого как, понятно, да? Но вы должны знать, что серьезные желания повлияют на ваш характер. Мы сейчас приведем пару примеров из жизни, но ужасно неприятные. Теперь характер. На что влияет характер? На судьбу, да, на судьбу. Но перед судьбой что, чтобы судьба сбылась, что должно поменяться в вашей жизни? Качество жизни. Запишите, качество жизни. Очень важный момент. То есть, если вы успешный человек, вы вдруг становитесь, вращаетесь в определенном кругу, в определенном контингенте, да, с определенным контингентом людей общаетесь, определенную одежду носите, правильно? То есть, качество вашей жизни меняется. И согласитесь, не всегда в лучшую сторону. То есть, когда я после университета Мехмата, после аспирантуры пошел в училище музыкальное учиться, как у меня проще было, догадайтесь, инженер. Потому что там пацаны обычные музыканты, они в джинсах ходят, а я привык к костюмам, привык, ну, понимаете, аспирант МГУ. Я не ругался матом, пришлось научиться. Понятно, да?
стать развязанным и так далее. Ну, потому что иначе меня не принимали в эту среду. Качество жизни поменялось. Появились болезни, которых не было, потому что я стал курить больше, стал ночью не спать, раздражимость. Короче, расстройство вегетативной нервной системы. Вот последствия училища. Результат: почти отнялась рука правая. Для музыканта бред. Для чего быть музыкантом? Да? Но вот этот неправильный образ жизни, неправильное питание, общение, да, начало сказываться и давать такие тяжелые последствия. То есть мы должны всегда понять, что если мы не обладаем механизмом познания этого мира, то наши желания могут разрушить нас самих, так что мы до них даже осуществления и не дойдем. Если бы у меня отнялась рука, хорошее желание быть музыкантом, супер, да, отнялась рука, и что ты получил? Теперь ты уже не аспирант университета. Меня взяли, попросили в МИРА, институт такой в Москве, радиоэлектроники, принять экзамен на первом курсе по математике. Что я сделал? Ну, я почти всем поставил двойки. Ну, после мехмата. То есть я спрашиваю, они ничего не понимают. Они просто вообще ничего не понимают, что они пишут. И меня вызвал, да, декан, говорит: ты что вообще соображаешь? Ты что нам делаешь тут? Иди завтра прими, чтобы было 10 пятерок. А я говорю: какие пятерки? Я вообще ничего не понимаю. Я его спрашиваю: определенный интеграл. Вот что внизу написано, что наверху? А люди на меня смотрят, они вообще не понимают, о чем речь. Господи. Было такое видение, что вот формула на полу, не на полу, а такие IBM были, перфокарты в них вкладывались, и вылезали такие страницы машинописных формул. И я вот так походил по этой бумаге и говорил: вот здесь ошибка, некрасиво смотрится формула. Понимаете, да? И вы принимаете экзамен у людей, они вообще не понимают, что такое интеграл даже. Вообще. Понятно, да? И вот вы бросаете уже сложившуюся специальность, да, ради музыки, и теряете руку, например. Из-за качества жизни, которое автоматически вы получаете, осуществляя это желание. Осуществили вы его? Человек, например, говорит: друг мой, тоже знаменитая история, это 6-й год, бум в России, в кредит машины начали покупать, в бешеных, все вдруг начали покупать в кредит машины. Он мне приходит, говорит: смотри, сейчас у меня новая работа, сейчас я беру. Я говорю: подожди, что ты берешь? Я беру эту машину там под процент. Я говорю: давай я тебе просто как математик посчитаю. Эта машина за 800 тысяч обойдется тебе в 1 800 000 с кредитом. Это, говорит, фигня, это престиж. Я говорю: подожди, это у тебя сегодня есть работа, а завтра не будет. А я еще дополнительную возьму. Я говорю: а ресурс, сердце, привычки, действия, да, характер. Понятно, да? Результатом, интересно, оказалось, он взял эту машину, примерно через год у него начались проблемы с шефом. Почему? На работе. Потому что он взял дополнительную работу. Он стал не справляться на основной. Его начали сжать. Когда его начали сжать, что начал он? Огрызаться. Нервничать, психовать, курить. Результатом он загремел в больницу с язвой. Ту работу он потерял, значит, машину все равно забрали, а язва осталась. И теперь что делает с нами качество жизни? Скажите мне, что оно делает с нашими желаниями? Оно их меняет. Значит, вот было желание, мы идем по спирали, приходим к новым желаниям. Они или ниже качественно, то есть деградируем. Что значит деградируем? Меньше счастья. Теперь наше качество в жизни заставляет нас, ну хотя бы это пусть будет в жизни, хотя бы «Жигуль». Да? И язвы хотя бы не было. То есть, подожди, ты был здоровый, и все было хорошо. Но теперь твои желания привели к деградации, к изменению качества жизни так, что теперь, да, теперь ты за них что? Ты даже не можешь мечтать о тех желаниях. Тебе приходится желать что? Меньше и хуже. Или, если правильное желание, новое качество жизни, нету болезней, да? Больше радости в жизни, теперь я не нервничаю, теперь я могу вот это себе позволить, теперь я вот это могу позволить, теперь могу завести семью, теперь у меня могут быть дети. Правильно? Теперь я могу купить хорошую квартиру.
И в завершение это когда? Да как раз вот после первой лекции мне на следующий день звонят из банка. Это Альфа-банк, это куча приколов. Там такие девочки сидят, которые должны впаривать вам кредиты, там, платиновые карты. И вот интересно, смотрите, как вот это сознание запрограммировано. Она мне звонит: здравствуйте, Михаил Ильич, здравствуйте. Я говорю: мы звоним вам из Альфа-банка, у нас к вам особое предложение, вы наш постоянный клиент, ля-ля-ля, тополя, понятно. Она говорит: вы когда-нибудь испытываете дефицит денег? Я же понимаю, что она ждет. А она ждет что? Да. Ага. Протолкнула ее. Я говорю: нет. Что, никогда вам всегда денег хватает? Я говорю: да. А если вот вы хотите купить, а вам не хватает? Я говорю: значит, не надо покупать, потому что это желание приведет, да? Ой. Понимаете? И она в этот момент думает, что это дурак. Ваше интересно. В общем, мы хотели вам платиновую карту предложить с кредита. Я говорю: спасибо, зачем она? Как вы можете купить то, что вы хотите, если у вас нет возможности? Если у меня нет возможности, зачем мне это покупать? До свидания. Это же нормально. Вот сейчас, если мы смотрим на этот круговорот спирали, давайте отвечать за свои желания. Почему мы будем попадаться? Отвечайте мне. Из тех законов, которые я дал. Почему такая красивая картинка не будет у нас сейчас получаться? Потому что мы видим субъективно этот мир. Потому что мы склонны к иллюзии. Правильно? Мы склонны к обману. И в первую очередь к обману кого? Самих себя. Запросто, да? Вы видели, есть же даже фильмы голливудские, есть плохие, а есть хорошие. Когда там какой-нибудь ворюга разводит, молодой, красивый, разводит какую-нибудь пожилую женщину, да, на отношения, чтобы воспользоваться ее деньгами. И она, дура, верит. Она думает, что она красивая. И ему нравится. Понимаете, да? И ведь это же не иллюзия, согласитесь. Мы ведь о себе явно думаем лучше, чем мы есть. Или что? Или хуже. Что ничем не лучше, чем лучше. Важно как? Как есть. И знать, что с этим делать. Но так как мы не знаем, что с этим делать, с тем, что есть, мы хотим быть в иллюзии. Мы придумываем или лучшую ситуацию, или хуже. Почему хуже нам нравится тоже? Жертва. Многие из вас были жертвой. Такое приятное чувство быть жертвой, да, надо. Просто когда уже полный облом, и ты не знаешь, что с этой жизнью делать, все это жертва. Меня никто не понимает, все, да. То есть все тебя понимают, и все нормально, и можно вот там напрячься, и все получится, но я жертва. Тогда, когда я жертва, пошли все к черту, на все наплевать, да, все козлы, и все, я жертва, все, да. Или мы прем и доказываем всем, что мы верблюд, хотя мы не верблюд, а простая курица. Но лезем, понимаете, на третий этаж головой, подпрыгиваем, да, больше. Я сделаю эту работу, вы не недооцениваете меня, да, и лезем в эту кабалу. Хорошо. Что такое психика было еще в тот раз? Психика и сознание одно и то же? Давайте, кто был? Ребята, пошли по бумажкам. Это знание, вам с ним жить. Все дожили здесь уже, хотя бы до 25-то, да? В среднем-то есть, да? Не будем уж реально говорить, сколько нам, да? Псих – это инструмент познания мира. Инструмент познания мира. Нет в этом нашей бумажке этого. То есть мы видим мир через призму своей личности с помощью психики. У психики есть определенные законы, которые, я думаю, в большинстве из вас никто не знает. Следовательно, вы не владеете инструментом, который вам дан. Например, один из примеров психики, мы сегодня, действия психики, мы разбирали. Что, смотрите, сейчас говорю. Береза. Увидели? В голове. Береза. Оп. Видите, как интересно? Это психика. Она тут же вынимает закодированный образ из головы. Смотрите, откуда-то возникает береза, прямо перед глазами, тонко. Вы видите меня, вокруг береза. Видите, все березы. Смотрим на березу, да? Интересно. Вы видите меня, но там береза. Представляете, она проявляется каким-то внутренним зрением, вы видите березу, правильно? Теперь скажите, а что еще в этом образе есть с точки зрения психики?
Эмоция есть? Какая у нас береза? У кого-то положительная, да? У кого-то отрицательная, как я привожу пример, если поленьем березам по голове достал их, да, то будет отрицательный опыт. Если как бы больно не было, а веничек такой классный, березовый, так пахнет он классно, да, размоченный, да, в кадушечке, то приятный образ, правильно? А может быть нейтральный, правильно? Если образ отрицательный, я говорю, сейчас мы будем говорить о березах. Да, и образ отрицательный. Зачем, да, об этом слушать? Если за образом стоит отрицательная эмоция, то психика не воспринимает информацию. Понятно? Это же инструмент познания мира. Вы должны им владеть. Иногда нужно узнать, даже если отрицательная информация. И вы должны сказать себе, мне это неприятно, но я выслушаю, потому что я должна знать. Как бы моя психика, что? Этот инструмент мой. Не я раб инструмента, который говорит, все, не буду работать. Правильно? Обращайте внимание, дорогие женщины, это к вам в первую очередь. Вам можно говорить правильные вещи. Допустим, муж хочет, чтобы вы похудели, хорошо выглядели. Да? Но он пользуется неправильными приемами. Говорит, ты на кого похожа, Мигер? Ты глянь в зеркало, ты же опухшаяся. Что у нас происходит? Блокировка, правильно? Отрицательная эмоция. Что он такое говорит? Мы не слышим его мотивацию, что он хочет, чтобы мы были красивыми. Но что мы видим? Гад не любит. А есть кого любить, в зеркало подойдите. Поэтому мы всегда должны понимать, как работает психика. Я приводил пример в той группе, как мы можем использовать отрицательные эмоции на 100% благо. У кого есть завистники? У всех. И мы сами для кого-то завистники. Да? Ребята. Какое сознание, такое окружение, правильно? Раз у вас есть завистники, значит вы завистники. Это закон. Я приводил пример, опять из музыки, но для творческих людей в любой специальности, пожалуйста, вообще в любой профессиональной деятельности, завистники – это лучшие ваши друзья. Уж они заставят вас быть совершенной. Значит, когда первый раз я провалил там 5 концертов, причем таких серьезных, а знаете, вы их проваливаете, и завистники в зале радуются. И потом ты выходишь, они в кулуары подходят и начинают тебя добивать еще там совсем просто. С таким смаком, кайфом. И вот я пришел домой, это там совсем молодой возраст, лет 25-26, сижу, и отец заходит. И он видит, что я там опускаюсь еще ниже, значит. И он говорит, ух ты, что-то мы страдаем. Говорят, ты концерт провалил по полной там. Ну, то есть люди ушли с концерта просто, ползала, просвистели все. А где, говорит, там тот-то, тот что-то один. Я говорю, все сволочи. Да, говорит, все прям сволочи. Я говорю, они еще гады после концерта меня опустили. Он говорит, подожди. Вот то, что в тебе есть хорошее, опустит тебя или не опустит, оно в тебе ведь как есть, так и останется. Ну, представьте, что вы стройная, красивая, молодая. Кто-то вам говорит, старая дура. Ну и пусть говорят, вы что от этого старой дуры станете? Дали на высокого, крепкого мужчину сморчок. Угу, сморчок. Иди сюда. Такой стоит красавец, да, сморчок ему скажет. Ну и пусть говорят, правильно? Что от нас убудет, если на слона тявка гавкает, а слон идет, правильно? Ну и пусть и идет слон, да, собаки лают, слон идет, правильно? Такая поговорка. Значит, хорошее при нас останется, но как устроена психика? Нас же хвалят, и нам приятно. Хотя ничего от этого не меняется. С точки зрения познания мира и увеличения счастья. Правильно, но я молодая и красивая. Мне говорят, ой, ты такая молодая, такая красивая и клевая, да? Ой, все хорошо. И ты такая, что ж тогда будешь у меня красивая, молодая. Все друг друга хвалят. А что меняется-то? Вы какие были, такие остались, правильно? Поэтому мне говорит, то, что в тебе есть хорошего, оно при тебе останется. Что об этом говорить? А может быть прислушаться к тому, что говорят плохим. Может там правда чего-то у тебя не хватает.
пользуйся. Я, говорит, благодаря завистникам карьеру сделал за 3 года, он мне говорит. Что дальше делаю я? Когда уже стал всю эту совсем теорию реализовал, у меня была студия звукозаписи. Сейчас я уже не практикую как музыкант, давно, лет 5. И я делал аранжировки музыкантам, песен, да. Вот я и сделал, но я же субъективен, правильно? Я же помню, что сознание субъективно, правильно? А мне-то нужно, чтобы она по-настоящему крутой песней была, правильно? К кому я пойду? К завистникам, правильно? К профессионалам-завистникам. И вот этот профессионал сидит за огромным пультом у себя в студии. Я же: Колян, привет, привет. Я тут такую песню сделал. По-моему, хит. Да что ты, в него уже все клокочет, понимаете? Давай послушаем. Ну разве он откажет? И уже, ну он уже теперь спать не будет, понятно, да. Давай. И тут же раз, вот такие уши. Слона просто. Человек просто забыл, ему же никто за это не платит, понимаете? Все, он слушает, знаешь, он... Еще раз сначала, еще раз. Ну, все, хорошо. Ну что ты сделал бас-гитарой? Ты же провалил. Все, провалил бас-гитару. Провалил бас-гитару. Подожди, звук выключен. Собрал 15 пунктов. Пошел к следующему. 4 звукорежиссеров обошел. Вот вам что менять. Руководство действий. Поменяли, опять приходит. И вот вас 4 людей бесплатно обучают жизни. Кто проиграл? Никто. Не они, потому что ты им спасибо говоришь. Не ты, потому что благодаря им ты научился. Чем плохо? Ну а теперь вспоминаем, как нам кто-то говорит: ты ходишь как это, как баба. А ты что ли лучше? Зачем? Ну, может, посмотри, может, надо. Хорошо, я посмотрю, может, правда я хожу как плохо. Да? Ты что на себя делал-то? Кто тебе дал право? Ты кто такая, чтобы мне такое говорить? Ты кто такой и так далее. Понятно, да? Почему? Потому что мы должны воспользоваться. Смотрите, психика, инструмент познания, не переваривает отрицательную эмоцию. Правильно? Значит, что мы делаем? Мы ее делаем в положительную. Через что? Через знание. Понятно? Разве что-то поменялось? Ничего. Была утиная походка и осталась. Но теперь, когда вам говорят, вы видите это как позитивную эмоцию. Когда вам муж говорит: посмотри на себя, ты в кого превратил, это что ты приготовил? Да? Мы обижаемся. Зачем? Но если мы приготовим вкуснее и лучше, кому будет от этого хуже? Кому? Никому. Но как же нам не нравится, когда нам делают замечания, понятно? Потому что это природа психики. Но не надо себя с ней отождествлять. Это инструмент. Это не вы. Это понятно? Вы не психика. И дальше я вам зачитаю одну цитату. Я ее случайно сегодня нашел. А на мне очки, а я их ищу. Видите? Иллюзия, да? Нет, правильно сказать, несовершенные чувства, правильно? Так, куда же я это себе скопировал? Сейчас поищем. Итак, да, вот еще что, я не знаю, если здесь есть, да? Если знание не ведет к трансформации сознания, 18 пункт, да, то это значит, мы не получили знания. Знание должно нас менять. То есть человек говорит: зачем ты куришь? Он говорит: да я все знаю. Нет, значит, не знает. Зачем себя травить? Понятно, да? Если что ты нервничаешь и так далее, да я все знаю, отстань. Нет. Мы должны добиться такого знания. Если завтра вы не совладаете со своей психикой, и опять отрицательная информация будет блокировать, да, действие правильно не будет менять вас, значит, вы не поняли, о чем я говорю. Да, значит, вы мне пишете вопрос, Жанна будет их собирать, мне пересылать, да? И я не могу с этим справиться. Значит, нет знания. Понятно, да? Знание означает: я меняюсь.
Или я чего-то не понимаю. Потому что вы же меняетесь для счастья. Правильно? Раз вы не можете увеличить свое счастье, значит вы так и не поняли как. Правильно? Здесь понятно? Всем это понятно, да? Если вы не применили это в жизнь, значит вы не станете счастливее. Значит вы просто не поняли, зачем это. Понятно, да? Итак, значит, получается, что это знание должно менять нас качественно. Мы можем сделать один очень важный эксперимент. Каждый сейчас представит, что я Бог. Я не Бог, честно вам скажу. 100%. Я могу вам это доказать. Но я Бог. Игра, театр. И я вам говорю, все, ребята, сегодня у меня очень хорошее настроение. Очень просто, супер. Значит, любое ваше желание я исполню. И кто-то спросит, а если надо кого-то убить? Я убью. А последствия? Никаких последствий. Я даже сделаю, что этому человеку будет приятно умирать. Он просто испытает такое счастье от того, что вы его убьете. Да? А я хочу, чтобы там болезнь покарала целый мир, там покарает. Целый мир, вселенную для вас сделаю, и всех там покараю от вашего имени. Вы сейчас пишете это желание, самое сокровенное, вот так, чтобы никто не видел. Дома заворачиваете, кладете в конвертик, я вас очень и степлером закалываете, и убираете на год в определенное место. И посмотрите, что будет через год. Это столько раз проверено. Это удивительно. Но я не хочу вам говорить, что будет через год. Но когда вы ответите, то есть когда вы распечатаете через год это будет нечто. За исключением тех, у кого не произойдет чего? Вот этой трансформации. Вот тогда, значит, так и ничего не усвоилось. Как одна женщина, она мне говорит, а можно без знания просто вот удовлетворить? С чего началась эта тема, как я пришел вот к такому тесту? Она в возрасте такая хорошая, такая сентиментальная, мать там 3 детей, 45 лет, все дела, замученная жизнью. И она мне говорит, может быть, просто поможете мои желания осуществить, и все. Я говорю, хорошо, прямо сейчас. Выхода нет, я ей пытаюсь знания, а она вот просто дайте желание. Я говорю, хорошо, я Господь Бог, давайте желание. Мир во всем мире! Я устал от этой вражды людей, я хочу мира во всем мире. Супер! А что, мы не хотим мира во всем мире? Да? Я говорю, все. Выполнено. Она говорит, Я говорю, нет, теперь я говорю, А вот Вася хочет войны, что с ним делаем? Что значит хочет войны? У него тоже есть желание. Что мы делаем с Васей? Наказываем. Как наказываем? Его надо, отстранить от общества, изолировать. Куда? А если он убежал оттуда? Поймать. Мы за ним гоняемся, ловим. Война, значит. Так вы мира хотите или войны? Понятно. Я ее дольше мучил. Она сказала, не знаю. Вот я и говорю, что вы не знаете. Поэтому нужно что? Знание. Вы сами-то знаете, что вы хотите. Мы сейчас цепочку желаний прошли, правильно? Мы же вот среди вас, я вижу уже взрослых, бывалых людей, мы смотрим на детей, что они хотят, правильно? И что? И что? Ладно, иди купи себе, да? Иди сделай. Смешно же. Смешно. Да не будет это. Да, потом сын приходит, и я говорю, а что ты хотел? А ты же знал заранее, знал, но ты же должен сам понять. Правильно? Но если есть знание. Моя старшая дочь привела своего бывшего мужа ко мне, говорит, папа, посмотри на него, стоит ли за него замуж уходить. Я говорю, почему я должен решать? Я-то знаю, почему я должен решать. А она мне говорит, а что, должна все ошибки какие-то делать по молодости? Ты там умный, ты скажи, зачем мне ошибаться? Правильно? Разум. Разве плохо своим близким? Правильно?
Но разве мы можем кому-то помочь, если мы не помогли себе? Если мы не поняли себя, если мы не владеем механизмами понимания объективно этого мира, правильно? Я же не могу своей дочери выбрать мужа на основании... Ну, ясно, объективные законы, да? И я их дал. Я говорю, у тебя такая конституция, у тебя такой-то характер. Соответственно, да, если это будет те же качества, что и у тебя, это будет масло масляным. Понятно, да? Если на торт сахар, да? Если будут диаметрально противоположные качества, то это очень трудно. Правильно? Бах-бах-бах-бах. Она говорит, что я с ними буду встречаться? Я говорю, ну ты подожди, не буду, все. Она меня бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. И не надо истерику устраивать дочери, понимаете? Скандал. Я тебе сказал, не встречаться с ним. Все, сидеть дома, никуда не ходить. Понимаете? Не надо. Есть путь разума. Есть путь знания. Понятно, да? Итак. В американском аэропорту Кеннеди журналист проводил опрос на тему, что, по вашему мнению, является самым отвратительным на свете. Читали кто-нибудь? Нет? Это круто. Я как бы все время этот курс добавляю, и мне так это понравилось, потому что это 100% так. Люди отвечали разные. Ну, наверное, что самое отвратительное? Война, чего там? Голод, да? Болезнь, что еще? Предательство. Предательство, такая гадость, да? Лицемерие, мерзость просто. Лицемерие, вот, обман такой, знаете, лжи такая, улыбаются и врут тебе нагло, да? Мерзость. Безразличие, страшное чувство, да, тебе плохо, человеку просто абсолютно наплевать, да. И к человеку, журналисту обратился, он увидел монах, просто монах, неважно конфессия, вы видите, это совершенно неважно, да. И задает вопрос монаху, а вот с вашей точки зрения, что является самым отвратительным на этом свете? Монах задает встречный вопрос. А вы кто? Нет, это ваше имя. А вы кто? Я телерепортер такой-то компании. Нет, это профессия. А кто вы? Ну, я человек, в конце концов. Нет, это ваш биологический вид. А вы кто? Репортер понял, что имеет в виду, и застыл с открытым ртом, так и не ответив на этот вопрос. Монах сказал, вот это и есть самое отвратительное на свете, не знать, кто вы есть. Я есть. Все ощущают. Это что? Моя рука. Нет ее у меня. Я есть. И я личность. Уменьшилась. Вторая рука. Я есть. Я личность. И я существую. Уменьшилась. Давайте ноги отрубим. Руки отрубим. И я есть не поменялась. Это моя рука. Это моя нога. Там, да? Это моя голова. А кто я? Правильно? Соответственно, закон следующий. До тех пор, пока мы не познаем, кто мы есть, абсолютного счастья не будет. Абсолютно. Будет некое относительное. А что такое относительное? То, что меняется со временем. Потому что мы живем в относительной системе ценностей. Мы не удовлетворяем свою личность, которая не зависит даже от времени. Правильно? Все согласились, что в 3 года, в 20 лет, в 30 лет, в 50 мы ощущали себя личностью. И это не поменялось от времени. Но много ли мы работаем для удовлетворения этой личности? Что мы сегодня сделали для своего «я есть», «я личность»? Нет, мы решаем проблемы, правильно? Нам не до личности. А личность там как была одинокая. А почему она одинокая? Потому что чувство, деятельность, чувство распространяется на что? На наше тело. И нас кто-то разве может понять? Нас видят через призму своего опыта. Правильно? Но если мы научимся понимать других, нам лучше. Если мы выйдем за грань своего опыта и научимся объективно, правильно использовать психику,
все законы, то мы сможем понимать людей. Например, врач, у которого я лечусь, он по пульсу говорит болезни моих родителей. Это поразило меня в первую очередь. Потому что мы же связаны. Мы родились у определенных людей, они болеют определенными болезнями, соответственно, по наследству. Пульс говорит, у мам гипертония. Я говорю, да. И сахар у мам повышенный, да. Сколько ей? Я говорю, столько-то. Ну тогда еще вот это началось, да? Желчный пузырь, наверное, я уже. Я говорю, да. А папа нервный такой, да, на всех гневается, все у него дураки. Я говорю, вы кто? Понимаете? Он знает законы. Он знает законы генов всего. Поэтому получается, что он меня понял. И я себя не понял, а он меня понял. Садится жена. Значит, он берет у нее пульс, смотрит на меня, говорит, ну что посоветуете? Он такой юморист. И я говорю, гневается она много. Он говорит, нет, она очень добрая. Просто желчный подводит, поджелудочный. Видите? Опа! То есть мы можем сказать на человека, он нервничает, и думать, что он нервничает, плохой. А у него просто желчь, выброс идет, и отсюда горечь. И все такое, раздражение, и все. Бывает, да, что мы раздражены. Кто-нибудь будьте против меня, а то так хочешь долбануть. Да? Но мы на самом деле не злые. А бывает, что люди такие добренькие такие, человечишка такой, добренький он. Да? Душонка у него такая добренькая. Вот. Понятно, да? Видите как? Поэтому согласитесь, что если мы хотя бы даже с нашей стороны научимся понимать других людей, то мы будем им нужны. Помните, там 3 потребности. Одну закрыли? Мы нужны. Мы востребованы. Скажите, как вам кому-то есть дело 20 мне лет или 50? Или 60? Правильно? Но если бы я строил свои отношения на временных относительных ценностях, таких как тело, там, да, красиво. Не однажды, когда я еще был музыкантом молодым, останавливаю такси. Сажусь в такси, ставлю свою гитару между ног, да, вот так кладу руки. Меня подвозят аж с Дзержинск из Москвы. Это подмосковный город, спутник такой. И это таксист, женщина говорит, я ей даю денег, говорит, не возьму с вас денег, у вас такие руки красивые, я любовалась сюда руку. Такие руки красивые, обычные руки, руки пыльтой. Понятно, это уйдет. Если бы я строил на красоте своих рук отношения, да, то сейчас бы я уже что? Был бы одиноким. Понятно, да? Поэтому у нас, может быть, и нет шанса быть понятыми другими людьми, потому что они что будут видеть через призму своего сознания, своей индивидуальности, субъективно, с ошибками в иллюзии нас. Но если хотя бы мы научимся понимать окружающих нас людей, у нас больше шансов для счастья. Больше эти потребности 3 будут удовлетворены. Безусловно. Правильно? Видите, какая простая вещь. Теперь еще последний закон, о котором вы тоже должны дома думать очень сильно. Счастье не зависит от того, богатые мы или бедные, красивые или уроды. Счастье зависит от того, что мы о себе думаем. Вы видели красивых, богатых людей? Но они бывают такие несчастные, потому что они, соответственно, думают там. Кто там из наших звезд голливудских оттяпал себе грудь, просто боясь, что будет рак? Понятно, да? Вот и все. Вот это страх, программирование сознания, да, уже сделал ее страдающей до того, как. А Хьюстон, потрясающая певица, задохнулась собственной блевотиной от наркотиков. А наркотики – это принцип самоуничтожения. Поэтому ни богатство, ни красота, ни гениальность, ее гениальный голос не спасло ее от страданий. Каких страданий? В уме. Просто она о себе думала, что она несчастна. Что ее не понимают. Не знала простые законы психики. Не знала, что ее не могут никто понять. Вы не можете меня понять, понимаете? Пока вы не выучите определенные законы. Но это же ваше право их учить. Но у меня есть право понять вас. Если я пойму, я хотя бы буду нужен вам. Уже что будет в глазах с вашей стороны? Как минимум благодарность. Разве этого мало? Какое самое большое счастье? Делать счастливыми других. Это же так просто.
80 лет мне будет Будда нужен. Буду. Понятная идея? То есть я почему это объясняю? Потому что я говорю, что эти все курсы не могут быть за деньги, не может быть медицина за деньги и так далее. Почему? Понятно теперь, да? Потому что есть ценности другие. Потому что я пользуюсь этим законом. Какое сознание, такое окружение. Бескорыстие ведет к бескорыстию. И что сразу, кто от меня отвернется? Воры. Да, до свидания, ребята, да? Кто еще отвернется? Кому нужно мое тело? И не надо, мне тело самому свое надо, оно уже еле ходит там. Ну, пример. И не, ну, правильно? Все. Что с него взять-то? Значит, останется вас 5, я 5 буду помогать. Но эти люди будут благодарны, им это нужно. Понятно, да? В этом принцип. Видите, совершенно другая жизнь. Значит, соответственно, богатый мы, бедный, красивый, это все внешние формы. Вот что мы думаем об этом, то и формирует счастье, оно внутри. Да, я приводил пример. Ну, чтобы я был счастливым, мне нужен дом, жена умная, но целомудренная, но красивая. Ух ты! Бывает такое, красивая, целомудренная, чтобы мужа слушалась. Умная, и чтобы мужа слушалась, да? Ну, я вижу, люди думают, что бывает. Я не встречал. Да, и так далее. А пусть муж будет супер, бизнесмен там, или там музыкант, но все песни мне будет посвящать, да, и чтобы другие женщины его не смотрели, но он был супер шармом привлекательный. То есть я это вот как музыкант помню это, да, все. Раз парень какой-нибудь из группы понравится именно потому, что он музыкант такой весь, да, теперь она бедная уже страдает, потому что и другие женщины ему цветы дарят, и он же звезда. А зачем ты его выбрал? Понимаете, да? То есть мы начинаем загибать пальцы на условия своих счастья и становимся рабами этих условий. А раб может быть счастливым. Раб когда счастлив? Когда господин спит. Хозяин. Когда вот хозяин этих всех условий спит на шум, который выдумывает всякие условия для счастья. А теперь еще мы хотим, чтобы был начальник, который что, много платил и ничего от нас не требовал. Такой душка был, если не приду, ну, конечно, не приходи. Ну, я ж, понимаете, отдохнуть надо. На самом деле, какой он? Он видит, что вам нужны деньги, вы к ним привязаны. И теперь вы в моих руках, я могу вам манипулировать. А, ты хочешь хорошую машину, хороший дом, у меня это есть, я буду тобой манипулировать. Так же. Но вы попробуйте манипулировать человека, который не строит свое счастье от внешних условий. Как? Я тебе это не дам, не надо. То есть, когда мне директор этого концертного зала говорит, слушай, мне мало, мне надо, чтобы на профилактику ты приходил. Я говорю, подожди, я не те деньги получаю, чтобы на профилактику приходить. Я тебя уволю. Я говорю, прямо хоть сейчас. Ну, за ней приходи на профилактику. Да? Понятно, да? Потому что, ну, уволишь, значит, такая судьба. Я говорю, я жил до тебя и был счастлив. Я работаю с тобой, сотрудничаю, я счастлив. И даже если ты меня уволишь, я жил и буду счастлив. Поэтому тебе выбирать, со мной быть или нет. Но ты не можешь манипулировать моим счастьем. Видите? А мы все зависимы. А моя подруга не то сказала, да, мы уже готовы потерять свою личность, свою индивидуальность ради чего? Но мы же ее теряем. Какая потребность уходит? Быть самим собой. Помните, да, первую потребность? Давайте подумаем, поанализируем это все, да? То есть очень большая работа домашняя. То есть я смотрю по первой лекции, по вашим, как бы, не было этого анализа, да, глубины. Давайте, да? А к следующему разу проанализируйте. Я буду вас спрашивать. Также, Ань, мы распечатаем, да? Да, также тезисы этой лекции будут у вас. И мне нужно будет от вас примеры из жизни, да, вот этих всех вещей. Кто как попался на нарушение психики. То есть я спрошу, например, как ваша психика помешала вашему счастью? Вы скажете, вот человек явно мне полезные вещи говорил, но я из-за того, что он так, да. Примерчики, как вы попадались на нарушение всех этих законов.
как вы попадались на нарушение этих законов. И мы очень... Над этим работают десятки идеологов в каждом государстве. Сделать вас послушных, запрограммированных потребителей. Вас учат, как вы должны быть счастливы. Просто учат. Поэтому мы носим ботинки определенные, кофты, которые нам определенным образом что? Навязывают. Правильно? Машины ездим в определенных, нам все навязывают. Формируют наши вкусы, за нас все уже решили. Даже как мы будем похоронены и чем нас будут лечить от инфаркта, инсульта. Решили, и куда мы будем сдавать деньги за это лечение, которое все равно что, ничего не даст. Все тоже решили. Все уже решили за вас. Вопрос, хотите вы этого или нет. Правильно? Поэтому вот первая лекция, там было понятие программирования сознания. То же самое анализируем, смотрим, и, соответственно, я буду спрашивать, в чем вы считаете вы запрограммированы. Вы должны мне будете говорить. Понятно, да? А те, кто не ответит, должен записать себе, в чем он был запрограммирован, и прислать мне. Счастье не дешевка. Это не сильные, не сложные функции, которые я вас прошу делать, но они вас поменяют. И знаете, что вы должны запомнить? Что вам это надо. Вам. И что та работа, которая у вас была, и то время, которое вы до этого тратили, вы уже тратили и счастливее не стали. Понятно, да? Поэтому, я не смог прийти, там обстоятельства. Так они всегда будут обстоятельства. Это тоже часть программы. Заставить вас жить и ничего, чтобы не поменялось. Как мне отец в свое время сказал. Сынок, все хорошо, я уже такой. Меня уже не переделать. Я говорю, батя, это же, говорю, вся фигня. Тебя не переделать, но когда тебе геморрой ударит в задницу, да, ты же страдать-то будешь. И я тебе скажу, но ты же уже тебя не переделать. То есть, понимаете, мы это говорим, но когда придут последствия того, что нас не переделали, они придут. Помните, желания приведут к изменению качества жизни. И если это сейчас не переделать, вы каждый день меняете свою жизнь. И 95% меняют ее куда? По спирали вниз. Вы согласитесь, что тех, кому это интересно, единицы в мире. Но всем это надо. Попробуйте это попытаться кому-то рассказать. У вас покрутится виска. Из-за программирования сознания. Все запрограммированы, ничего не надо. Туфта все это. Надо просто жить. Just do it. Просто делайте. У Nike, знаете, девиз? Just do it. Просто делай. Что там заморачиваться? Вкусно берите. Понятно, да? Нет вопросов такого какого-нибудь вопроса, как дать мне? А в TeamSpeak есть вопросы? Давайте. В микрофон его скажи. Как удовлетворить потребность динамического разнообразия? Не каждый имеет такую возможность. Каждый имеет такую возможность. Для этого нужно получить знания, как создавать вещи, которые будут в динамике развиваться. Но всегда начинается с цели определения. Проблема-то, что никто такую цель не ставит. Смотрите, разве нас учат семейным отношениям? Как и в динамике, с точки зрения динамики, никто практически не учит. Это очень интересно. У меня был случай, мне позвонил друг и говорит, ты знаешь английский, у тебя представительский вид, ты вообще спокойно со всеми общаешься. У меня очень серьезные дела, но приезжает директор очень серьезной компании. Не буду говорить какой, не буду говорить зачем, но она с рекламой связана. Можешь его встретить, повози, у тебя нормальная машина, повози, пообщайся с ним, выручи 3 дня. Я ему позвоню, скажу, что ты при нем. Я прилечу, все. Оплачено будет по полной. Я говорю, да ради бога. Да? И этот человек обучал персонаж, хотя он был директором этого большой корпорации, он дал для персонала такой тренинг
как добиваться своих желаний. И мы сели в машину, а знаете, как человек на взводе дал там, круто все там махали, он садится в машину, ну что, Майк, круто, а? Я говорю, неплохо, но, говорит, 3 пунктов не заметил. Ты. Какие? Я ему говорю, ну что, неудачи можно использовать как ступень успеха, например. Что цели должны быть динамическими. Ну, только я перевел счастье в цели. Ты кто? Короче, он 2 недели мы с ним общались, да? Он не начинал ни одну пресс-конференцию без меня. Он сидел, записывал весь этот курс, понимаете? Он говорит, я даже не знал, что вот как бы в индуизме, да, в йоге все эти понятия так глубоко разобраны. Понимаете? То есть он в один раз завел меня, как эта женщина-бухгалтер, просто в номер зашел, дверь сел, вот так, я помню, напротив меня. Так, ты кто? Говори, я тебя не отпущу. Я за тобой, говорит, неделю наблюдал. Понятно, да? Поэтому мы как бы не думаем об этом. Короче, кончилось тем, что ему разбирал ситуацию с его женой. Всю семью он все мне открыл. И я ему сказал, что первое, что ты не сделал в семье, ты не построил динамических отношений. Ты не заложил туда динамику. И по твоему же семинару, который ты давал, и тренингу, ты сам об этом говорил, что цели должны предполагать следующие цели, следующие цели. А отношения, если все, да, ты будешь таким, мы будем таким, родим 2 детей, да, и вместе уберем за ручку. Но с этого момента вы уже остановились в своем развитии, понимаете? Еще тогда какие-то скандалы хоть помогают, да, разнообразию. Понятно, да? Есть еще там вопросы? Нет? У нас нет? Нет? Да, Анечка, да. У Ани вопрос. Передай. Я вот не до конца понимаю, как человек определяет, он эксплуатирует другого человека или он наслаждается общением с ним? Значит, тема эксплуатации. Что такое эксплуатация? Критерии эксплуатации. Правильно? Вообще бы я бы целую прямо дал бы, да? Всю лекцию бы этому посвятил. Чтобы нам понять, для начала мы запишем еще один закон, который был в первой лекции. Любви нельзя заставить. Любить нельзя заставить. Ребята, это аксиома. То есть, если еще какие-то законы имеют какие-то иногда там вариации, то этот закон абсолютный. Вас никто не может заставить любить. Согласны? Все. Табу. Поэтому, если кто-то нам изменил, ну что мы можем? Мы можем что сделать? Вдохновить человека, полюбить. Вдохновить. Но мы не можем наказать, отнять. Это ничего не поменяет. Любви нельзя заставить. Бог нас заставляет любить, кто верит в Бога. Раз. Он делает нам все. Вот я руку поднимаю. Я понял, как ее поднял? Я желаю, Бог осуществляет. И где он? Он проявляется и показывает себя. Он разве есть? Может быть нет. Но так или иначе, очень многие наши вещи осуществляются. Да? Но это уже божественно, как Бог любит. Переходим к эксплуатации. Я беру большой букет цветов. Я приводил, да, этот пример в тот раз. Иду к любой из вас. Становлюсь на колени и дарю вам его. Только не здесь, а где-нибудь отдельно, незаметно. Там. При каком условии вы его легко примете с чувством счастья? Если не требуете ничего взамен, да? Как вы это проверите? Опытным путем. Как? Нет цветы. Спросим, обманул, чтобы эксплуатнуть. Что мужчина делает? Садись в машину, пойдем покатаемся, да. Вот тебе букет цветов, вот тебе конфеты, букет. Вы понимаете, да? Все понятно. Да? Вы берете этот букет и засовываете его в толчок.
и смотрите на мою реакцию, правильно? Если я остаюсь счастливым, значит, я подарил вам цветы для чего? Потому что у меня есть потребность подарить вам цветы. Но я не ограничиваю ваши права. Я сделал, что я хочу, подарить вам цветы. Вы можете делать, что вы хотите, выкинуть их, правильно? Будет это эксплуатация? Будет это манипуляцией? Все, чистые отношения, чистые, честные. Вот тогда нет эксплуатации. Эксплуатация означает, я что-то хочу себе от этого. Я понимаю, что у вас сейчас сбиваются компьютеры, потому что вы все понимаете, что вы все эксплуатируете друг друга. А отсюда, о каком счастье вы можете говорить? В бухгалтерском, правильно? Дашь на дашь. Ну что делать? Да? Ну что делать? Это тоже вид счастья, правильно? Договорились, обменялись. Вот тебе деньги, а ты мне отремонтируй машину, да? Вот тебе моя сберкнижка, моя фамилия, а ты будешь моей женщиной. Своего рода договор, правильно? Но не когда плохо-то нам становится. Когда мы переоцениваем договор, правильно? Вот когда. Если все понимали, что мы договариваемся, что я его люблю за это, а за это я бы его не полюбила, да? Поэтому, да, договор, если постепенно он станет бескорыстным. Договор какой может быть настоящий? Я разрешаю тебе делать то, что ты хочешь в отношениях, дарить мне подарок, как ты хочешь. А ты говоришь, а я разрешаю вам делать с моими подарками, что вы хотите. Вот договор реальный, это нет эксплуатации. Я не посягаю на вашу свободу выбора, вы не посягаете на мой. Все. Ну как же это ценно? Как же это ценно? Когда вам кто-то делает что-то, ничего за это не прося. Это же удивительно. Это же здорово. Это же по-настоящему ценно. Да, и мы знаем, как в случае бескорыстия, оскверняет слово «спасибо». То есть, если вы по-настоящему что-то делаете бескорыстно, отгадываете, делаете как сюрприз, то вам даже не хочется, чтобы человек узнал, что это от вас. Вы счастливы самим процессом, что вы что-то сделали, послужили, удовлетворили. Но вот это вот спасибо, и прям ты чувствуешь, тебе обязаны, и что-то как-то подламывает. Поэтому очень интересно, ведь вы же не знаете, что такое любовь. Все ищут то, не зная что. Описание определяет любовь как непрерывную, позитивную деятельность, свободную от любой вида корысти, направленную на удовлетворение потребностей любящего человека, любимого. То есть, понимаете, вы непрерывно думаете о том, ком любите, и просто удовлетворяете его всем, чем можете. Бескорыстно, непрерывно. Это называется любовь. Видите, как просто. Это записано на аудио, да? Потом дома перепишите это как уже определение. Непрерывная, да, позитивная деятельность, направленная на удовлетворение чувств любимой личности, да? Свободная от любой корысти. Тогда это любовь. А все другое что? Вожделение. Это нормально, но это вожделение. Вы скажете, нет, это любовь. Не называйте это любовь. Тогда я назову это другим словом. Вот эту непрерывную, позитивную деятельность, бескорыстную. Понятно, да? Но вообще это имеется в виду любовь. И в нас иногда бывает такое, да? Нас клинит, и вожделение переходит в любовь на час, на два. Да, потому что потом вожделение берет верх. Потому что мы не можем, мы условные очень. Нам для счастья все время какие-то внешние вещи надо. Поэтому говорим, я тебе все сделал, но может все-таки вот это мне тоже, да? А вот это, немножко вот это. Что, мне нельзя, что ли? Вот этого хотя бы. И все портим. А дальше что наш опыт частный говорит? Только позволь ему, что он на тебя сядет и что свесит? Ноги. То есть мы отказываемся от любви. Надо еще разобраться, почему. Это все будет отдельная тема любовь. Отдельная тема. 10 занятий идет. Мы разберем подробно все виды проявления любви. Прям прямые, косвенные, все это наука известна.
Ее не дают, потому что тогда вы перестанете быть потребителями, вас нельзя будет эксплуатировать. Если вы получаете это знание, вы становитесь независимыми от социума. Кому нужны независимые от социума люди, скажите? Никому. Но нас создали независимыми. Сам принцип, что нас нельзя заставить любить, конституциональным это не создано независимыми. Значит, что мы делаем? Мы прем против своего нутра, строя свое счастье зависимым. Ставим себя, свою личность, в зависимость от каких-то обстоятельств и становимся рабами этих обстоятельств. И говорим, а где счастье? Ну, рыбу вынули из воды, бросили на горячий песок, она говорит, а где счастье? Да нет его тут. Правильно? Окей.